Значит, вот я снял головку. Не показывал я, что к чему и как я снимал. Ну вот она снятая. И обнаружил в ней следующее. Два клапана имеют огромный люфт в направляющих втулках. То есть сами клапана вроде как целые. По крайней мере, не чувствуется на них рукой выработки ничего. А вот во втулках, вот смотрите, сейчас так, чтобы видно было. Вот. О. Видно? Такой вот люфт направляющий. Вот. Это четвертый клапан и первый. О. Вот так. О. Такой вот люфт. То есть двум втулкам точно конец. Нужно менять направляющие. Остальные еще не рассухаривал. Но эти болтались даже в сборе с пружинами, от руки свободно болтались. И как раз в этих двух цилиндрах была пониженная компрессия. В первом было 11, во втором было 8, третий, четвертый по 12. Вот. То есть надо менять направляющие втулки. Да, кстати, вот пружина от первого клапана, видно на ней, она вся в саже. То есть выхлопные газы уже проходили через маслосъемный колпачок и шли прямо в головку через направляющую. Прямо нагар тут он какой толстенный. На четвертом клапане такого нет. Вот. Ну, слегка. И маслосъемный колпачок на четвертом клапане целый. Сам колпачок мягкий. Только вот пружинка с него слетела. Может, когда снимал, может, раньше. А на первом клапане там маслосъемный колпачок сгорел полностью, растрескался, стал дубовый, как камень. Такой. Так что вот. И, кстати, стук прослушивался вот такой вот слышно. Именно возле первого цилиндра при работе двигателя. Вот он стук. А здесь не так, вот нет стука. А вот этот стук, вот он был постоянно, независимо от того, одето провод на свечу или нет. Вот этот стук был все время. Так что ждет меня замена направляющих. Ну, в общем-то, вот рассухарил я клапана, вот они все стоят. Клапана, пружины на стаканчике. И выяснил я следующее. Значит, 3 разбитых направляющих. И именно все на выпускных клапанах. Вот я сейчас покажу. Значит, вот это четвертая направляющая. Это единственная, которая целая. Вот она. Вот. Теперь вот это третий цилиндр выпуск. Это второй цилиндр. Здесь вообще видно сразу невооруженным глазом, что стенка совсем тоненькая направляющая.
Это выпуск. Вот выпуск первого цилиндра. Самая изношенная втулка. Вот она. Вот такие вот пироги. Также вот они, маслосъемные колпачки почему-то стояли разные. Но я неаккуратно их так все равно менять. Один колпачок был вот на вот этой вот втулке был сожженный, прямо сгорел. Видимо, уже выпускные газы прорывались через направляющую, и колпачок просто сгорел. Вот такой вот расклад. И весь вот этот цокот, который был в двигателе, всему этому причина была вот этих разбитых направляющих. А вот, может, отсюда будет получше видно. Вот она первая. Вот. Вот это вторая. И вот третья. Третья разбита была то эллипсом, только со стороны в сторону, как ходит кулачок распредвала. Эти же разбиты полностью по всему диаметру. Вот. Постели распредвала, в общем-то, в принципе, нормальные, ничего криминального. Рабочие, не попиленные. В принципе, никаких задиров. Вот вообще абсолютно. Здесь вот немножко следы от масла грязного. Вот, единственное, немножко на первой шейке, там где ремень ГРМ стоит, вот здесь немножко видно такая блестящая поверхность с полосочками. Вот, ну, все, в принципе, в нормальном виде можно эксплуатировать дальше. Ну вот, собственно, все. Да, хотел показать клапана. Значит, вот такой вот поясок на выпускном клапане 4-го цилиндра. То есть он как бы есть, но очень широкий, раковины какие-то есть. В общем, клапан, скорее всего, под замену пойдет. Шток клапана вроде бы не изношен сильно. По крайней мере, пальцем я не чувствую каких-то там царапин, забоин. Впускные клапана все такие вроде бы нормальные. Везде блестящий поясок есть, то есть все абсолютно четко работали. Нету никаких там раковин. Все нормально. Вот впускной клапан 3-го цилиндра. Это вот выпуск 3-го. Тоже поясок не блестит. То есть клапан уже болтался и фактически уже не держал давление. Вот это 2-й цилиндр выпускной. Тоже страшная фаска такая. Еще какие-то там потертости. Хотя штоки, очень интересно, что шток практически целый, никаких следов износа нет. Втулка износилась, а клапан нет. По всей видимости, такого качества были втулки. Вот впуск 2-го цилиндра, тоже хороший. Это впуск 1-го цилиндра. Тоже поясок есть по всей окружности. Выработки как таковой нет. Вот. Это первый, вот этот тот, который больше всех стучал. Здесь видно, что клапан весь в нагаре. То есть выпускные газы уже конкретно шли через направляющую. Вот так поближе к свету, может так видно. Вот
Так вот. Торцы клапанов уже пиленные. Вот видно. То есть на всех на них выработка неравномерная. Вот. Кто-то подпиливал их. Видимо, седла уже просажены. Вот, тоже здесь видно. Вот. Ну, почти на всех. Вот здесь тоже. На некоторых нет. Вот, допустим, вот впускной клапан третьего цилиндра. Здесь торец ровный, заводской, не пиленый. То есть седло еще ничего так. Вот и четвертый. Вот тоже не пиленый выпуск. Тоже целый торец. Остальные уже все спиленные. Где-то больше, где-то меньше, но пиленные все. Вот видно пятно контакта. Вот. Вот такие вот пироги. Распредвал. Вот он распредвал. Ну, распредвал еще целый, живой, кулачки все. Такие вот ровные, без задиров. По всей. То есть шейки тоже. Ну, есть, конечно, какая-то выработка, но я думаю, еще походит какое-то время. По крайней мере, он не стучал, не гремел, не тарахтел. Вот. Есть, конечно, поясок от сальника. Здесь вот видно. Вот он, поясок от сальника. Ну ничего, с этим тоже можно ездить. Ну, в общем-то, все, наверное. Завтра обещал мне специалист один знакомый, значит, поменять втулки направляющие, пришорошить их. Клапана я буду брать, наверное, новые все. Менять и впуск, и выпуск. Вот. Не знаю пока сколько стоит. Завтра буду искать. Сегодня уже поздно. Вот. Так что завтра буду продолжать. Все. Всем пока. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите отзывы.